Всем привет, меня зовут Веруша, и в этом видео я буду говорить про то, что пока до женщин не дойдет, что пора наконец сбрасывать свои короны с головы, у некоторых они достаточно прочно приклеены, убирать меркантильный подход, убирать надменный взгляд, неуважительное отношение. Вот до этого времени мужчины в сторону женщин прекращают смотреть. Это, может быть, там кому-то покажется несерьезно, хихоньки, хахоньки, но тенденция уже четко вырисовывается такая, что в 2030 году социологи говорят о том, что 40% женщин на Земле будут одиноки. И надо сказать, что это не от счастливой жизни, и у многих это не их личный выбор, просто так складывается, точнее не складывается, как они хотели, и поэтому считаю, что к этой проблеме нужно отнестись достаточно серьезно, и надеюсь, что кто-то из женщин дозадумается, потому что в большинстве своем страдают именно женщины. Социологи также говорят о том, что неимоверное количество женщин, которые страдают депрессией, которые просто несчастны, и такого вообще за все время не было никогда. Современная женщина все дальше и дальше от истины, и вот пока женщина не поймет, что отношения строятся на взаимности, любви и искренности, вот она будет все дальше и дальше отодвигаться от просто своего женского счастья. Мужчина еще не успел сказать привет незнакомой женщине, а он ей уже должен. Вот это слово «должен» тоже нужно убирать из лексикона. Когда уже женщины поймут своими очаровательными тыковками, что именно они и страдают потом больше всего от всего этого. А что все больше молодых, здоровых мужчин говорят, что девушка им вот такая, какая сейчас есть, не нужна. Женщины, достигая определенного возраста, все чаще говорят о том, что проблема не в них, а проблема в том, что настоящих мужчин нету. Нет, здесь, конечно, очень большая проблема именно в самих женщинах. И сегодня я еще разберу гениальную сказку о рыбаке и рыбке. Понимаете, насколько, вот когда я стала разбираться, я поняла, насколько же гений Пушкин наш, и насколько это гениально. Какие образы, как они совпадают сейчас с реальностью. Этот образ старухи, который все мало постоянно, это просто гениально. На голову раньше одевалась за какие-то достижения. Я только не могу понять, а при чем тут современные женщины, которые в большем проценте хотят всего за счет мужчины получить. Не очень понятно. Или принцессами себя возомнили. Но вот Золушка, например, она там с золой разбиралась, трудилась по дому, работала, за что-то нужно было делать. К сожалению, как-то люди превращаются в какую-то женщин много, как в серую массу превращаются. Может быть, для кого-то покажется это как-то обидно, но, понимаете, уходит индивидуальность. Женщину сейчас уводят от ее природы. Делают это осознанно, конечно, становятся одинаковыми. Женщины становятся с таким похожим набором каких-то заученного поведения, манерности, какой-то неискренности. Мужчины очень хорошо все это чувствуют. Они чувствуют, что перед ними какая-то кукла с заученными движениями. Вот взять интернет. Я думаю, что те, кто застали, когда интернет уже прочно вошел в нашу жизнь, это была копилка знаний, когда можно было обратиться к интернету и узнать какую-то информацию, как библиотека. Но сейчас интернет и вот эти социальные сети это же не просто так тоже названо, да, это как паутина, она тебя засасывает, она тебя куда-то уводит, эта сеть.
и стали через эту сеть распространять вот эту моду определенную и шаблоны поведения людей. И посмотрите, как это работает. Пичкают агрессивной, античеловеческой вот этой модой. Там происходит королевство кривых зеркал. Это такой пульт, от которого идет нажатие той кнопки, которую нужно, чтобы работало на человека. Взять, например, какие-то блоги, где распространяют информацию, что мужчинами нужно пользоваться как раз-таки в блогах каких-то, и возвеличили женщину просто с пустого места. А почему это делают? На это выделяются деньги. Женщины, распахнув свои глазки и ушки, слушают внимательно это и внимают. Радикализм такой присутствует, ловко натравливают мужчину и женщину друг на друга. У многих современных женщин девиация просто налицо, то есть это поведение, отклонение от нормы. Я уже говорила в другом своем видео, что женщин много сейчас хотят быть содержанками. Вообще такое вот легкость бытия такая. В их жизни им хочется, чтобы присутствовало. Ну вот взять, какие пожелания у женщины, какие представления. Женщина занимается своим самопознанием, развитием, вот этими психологическими копаниями в своей голове. Проблема в том, что женщины настолько связывают себя, свое счастье с покупкой какой-то вещи, и если у них эту вещь отобрать, то они уже себя чувствуют неполноценно. Вот в обществе как это складывается? Женщина хочет показать всем коллегам, не знаю, кому-то, даже какому-то незнакомым людям, что у нее все успешно сложилось, что она встретила успешного мужчину. Ну, да, и вот в этом огромная проблема, что ты отбери эту вещь, и женщина уже без этой вещи вообще никак и никто. Но тоже хочу сказать, что это не высшая математика, это просто математика, что только 1% мужчин вот этих богатых достанется каким-то женщинам. Остальные все, 99, ну ладно, не 1%, но 5%, хорошо. Остальные 95% участь будет, это будут либо женщины-одиночки, ну или вот какое-то количество женщин, которые маются, и потом поймут, что все-таки мужчина необходим. Но будет-то уже поздно, понимаете? Уже мужчины не захотят быть с женщинами такими. Женщина становится от этого злой. Женщина становится от этого неудовлетворенной своей жизнью. Грубой, говорящей, что нормальных мужчин нету. Да, они есть, понимаете, только они уже не интересуются такими девушками и женщинами. И потом вот этот процент богатых мужчин, которые хотят получить женщины, это очень требовательные, как правило, мужчины. Да, может быть, он не будет просить, чтобы она там знала всего Бродского, но тем не менее у этих мужчин тоже есть свои запросы на женщин. И множество женщин просто и здесь пролетят мимо, как фанера над Парижем. Капитализм не ведает ни морали, ни гуманизма, да, где человек во главе всего стоит. Во главе сейчас стоят деньги. Подход, что каждый сам за себя. Поэтому женщины, в общем-то, все это ловко подхватили, да, как там кто-то пошутил, носится женщина со своей этой хромосомой. Ну вот что женщина, она уже как бы выходит на этих рынок отношений, да, поэтому у нее будут блага, потому что она
просто женщина. Что очень четко прослеживается, это то, что проповедует шикарный образ жизни для бедных людей. Ведь в большинстве своем, конечно же, много мужчин, которые получают среднюю зарплату. А если отдалиться куда-то, в глубинку, там вообще будет зарплата очень низкая. Какие требования у современной женщины к мужчине? Конечно, во-первых, мужчина должен, обязан. Во-вторых, зарплаты не менее 200 тысяч-300 тысяч. Своя машина и квартира, престижные работы. А если нет престижной работы, то просто откуда-то все это должно нарисоваться. Женщины относятся к мужчинам как к оздоровительной пилюле, которую вот они сейчас встретят, они все там намечтались, а они встретят, и мужчина решит все ее проблемы. Но мужчины не хотят решать чужие проблемы. Почему у женщин сознание, что мужчина родился только для того, чтобы решать ее женские проблемы? Мужчина — это живой человек, у него есть свои чувства, у него есть свои эмоции, у него есть свои желания, наконец. Система ценностей у женщины должна поменяться к мужчине. Знаете, мне кажется, современной женщине больше подходит не корона, а кокошник. Потому что кокошник со славянского переводится как кокош, как курица, курица-наседка. Но просто с современными женщинами это приобретает другой характер, и курица воспринимается прям вот касаемо их разума. Вот если женщины так современные, вот так вот они сейчас обращаются с мужчинами. Мужчины к ним с душой, женщины поступают в ответ: ой, как плохо. С этими коронами на голове, надменными этими своими взглядами. Куда пропало это естественное это поведение? Куда пропало дружелюбие, все эти человеческие качества наши. Ведь самое важное, понимаете, во всей этой игре под названием «Жизнь» — остаться человеком. Культ пустышек сейчас, кукла с пустой душой. И зависит почему. Вот на мой взгляд, что просто уже буквально нужно вводить какую-то ответственность за вот это потребительское отношение на каком-то серьезном уровне, а иначе никак. Это распространилось просто как бактерия, просто мгновенно. Ведь мораль в этой сказке какая? Что нужно ценить то, что у тебя есть. Что сейчас не делает большинство женщин. Такая пословица подходит: многое захочешь, последнее потеряешь. О том, что бедный старик и старуха живут у моря. Однажды в сети в старика попадает рыбка, да не простая, а волшебная, которая исполняет желание. Старик отпускает ее, но старуха хочет потребовать откуп. Окончание сказки, я думаю, многие знают. Старуха и старик оказываются у разбитого корыта, потому что старуха все больше и больше требовала. И понимаете, гениальность, во-первых, в том, что да, вот очень похоже на современных женщин, которые требуют все больше и больше. Но вот образ, например, старика, бескорыстный, он знает, просто отпустил рыбку на волю. Вежливый и добрый. А старуха злая, не уважающая никого и требующая все больше и больше. Такая вот поучительная сказка. Ну а надежда на то, что многие женщины сейчас читают книжки, ну как-то такая, она не очень высокая. Спасибо большое за просмотр. Увидимся уже завтра в новом видео. До встречи, пока.